Кормовые вместе с кормовыми. Она словно летит по волнам. Легкая, быстроходная, податливая. Благодаря ей можно проявить свои лучшие качества. Почувствовать себя частью команды, в которой каждый незаменим. И неважно, в какой части света ветер раздувает ее паруса и на каком языке говорят гребцы. Тех, кто хорошо чувствует ее, она понимает и слушается. Ведь это идеальная лодка. Что отличает идеальный экипаж? В такой парусно-гребной шлюпке, как «Гичка», он должен действовать как одно целое, ведь эта лодка требует первоклассной командной работы. Именно на «Гичках» один раз в 2 года проходят международные соревнования Atlantic Challenge International. Это уникальный международный проект, в рамках которого молодежь по всему миру самостоятельно строит деревянные 12-метровые капитанские гички «Бантри-Бэй», копии старинной французской лодки XVIII века, которая находится в Национальном морском музее в Дублине. В мире уже порядка 80 таких лодок. Команды ходят на них в море, участвуют в фестивалях и гонках. На этот раз соревнования проводятся в старинном городе Роскиле в Дании. Впервые в истории Atlantic Challenge Россию представляют сразу 2 национальные команды – Atlantic Challenge Россия на гичке «Динité» и команда «Штандарт» на гичке «Нати». Им предстоит сразиться как между собой, так и с 12 командами из разных стран мира. В предыдущей серии экипажи изо всех сил боролись за победу в парусно-гребной гонке. Участник из Ирландии в итоге даже потерял голос. Вы заболели? Нет, я не заболел. Это не горло, просто голоса нет. В конкурсе «Человек за бортом» лучшей стала команда Дании. Экипажи предстали в новом амплуа. Команды пели, танцевали и научились играть в ручеек. Ясное летнее утро в Роскиле. Сегодня экипажи ожидает гонка под парусами. Хорошо, если будет ветер. Русские команды день начинают как обычно, с зарядки и пробежки по окрестностям городка. Ну, это такая традиция, которая идет уже не первое соревнование. Команда Atlantic Challenge Russia делает зарядку по утрам. Это традиция, которая идет со сборов на форту. И это было замечено на соревнованиях 2 года назад, 4 года назад, когда только русская команда с утра встает раньше, делает зарядку и выбегает куда-то на пробежку. Мы, естественно, повторяем традиции наших друзей Atlantic Challenge Russia, которые точно так же это делали. Мы делаем это же, и это, в общем, помогает нам зарядиться на весь день. Силы и энергия участникам соревнований сегодня нужны особенно. Впереди 9-мильная парусно-гребная маршрутная гонка. Командам предстоит проявить сплоченность и волю и максимально точно и быстро пройти эту дистанцию. Экипаж «Штандарт» вовремя не заметил стартовый сигнал и за это получил пенальти. Пришлось на минуту опустить паруса. Наверстать потерянное время позволил опыт командной работы и послушная ходкая гичка. Мы заметили, что она очень хорошо ходит под парусом, она очень остро ходит относительно ветра. Это довольно выгодное положение относительно остальных лодок. Возможно, «Эншанте» и «Динité» ходят так же, поскольку это тоже российские лодки. И, кроме того, на веслах, в общем, тут прибавляется еще то, что ребята, все, которые сейчас в команде, они сделали эти весла сами. Это очень большой такой подъем, что ли, эмоций, и впечатлений, и энергии. Именно от того, что ты держишь то весло, которое ты сделал сам, поэтому лодка идет хорошо, лодка сама
нам помогает. Экипажам важно было не только поддерживать высокую скорость, но и вовремя обходить все мелководные участки, а также камни, рыбацкие сети и лодки соперников. 9 миль, почти 17 километров, стали для многих настоящим испытанием. Для меня это все равно удовольствие, как бы что ни происходило в лодке. Ты натренировал людей, вы говорите на одном языке, вы стремитесь к одной идее. И вот это, мне кажется, перебивает все трудности, с которыми можно столкнуться. Первой к финишу пришла команда Великобритании. Вторые – русский экипаж «Штандарт». Третьи – «Атлантик Челлендж Россия». Очередное испытание для команд – конкурс «Такелажное дело». Это отдельная дисциплина на соревнованиях Atlantic Challenge. Каждый участник должен знать не менее 15 узлов. Причем нужно не только суметь за короткое время завязать узел, но и объяснить его назначение судьям, причем на английском языке. Мы все будем делать по старинке. Ведь мы в Дании, в музее кораблей викингов. Ваши бечевки не провощены, но у вас есть воск. Это не сладость. Не ешьте его, он невкусный. У вас есть 10 минут, чтобы сделать обвязку, и еще 25 минут на сплесень. Но если вы закончите раньше, несите свои работы вот к тому столу. Вам зададут вопросы о назначении узлов, а затем они отправятся к судьям. Веревки и узлы – одни из самых первых изобретений человечества. На сегодня существует свыше 3000 узлов и плетений. Для тех, кто ходит в море, умение вязать узлы обязательно. Такелажное дело включает в себя любые работы с тросами, канатами, всеми видами веревок. Главный инструмент в таком деле – руки. Мне досталась парусная марка. Это не очень сложное изделие, мне нужно было 10 минут его сделать. Я его сделала, здесь мне нужно, после этого мне нужно было объяснить его назначение. Вот. Мою марку убрали в пакет с надписью Atlantic Challenge Russia 1. После того, как судьи проверят все изделия, они скажут нас количество очков. Марка — это вот такая вот примерно вещь, когда тонкой ниткой накладывается поверх веревки нечто для того, чтобы предотвратить ее распускание. Для нас необходимо знать 5 видов марок и плетений. Соответственно, с каждой команды было вызвано по 5 человек, чтобы сделать это. На самом деле, это, конечно, очень нервное дело. Казалось бы, 10 минут — это очень много, но мне раньше казалось, что 10 минут — это очень много для того, чтобы ее сделать. На самом деле, они пролетели очень быстро. Вот, и я ровно-ровно успел к концу. Даже был последним человеком, который успел сделать это вовремя. Лучшими знатоками морских узлов стала команда Ирландии. А вскоре экипажам предстояло еще раз показать себя в такелажном деле во время передачи груза с берега на корабль. Это соревнование в Atlantic Challenge всегда было одним из самых захватывающих. По мотивам первоначального назначения капитанской гички высаживать с корабля на берег старших офицеров и капитана и, например, передавать груз. В том числе у нас есть такая гравюра, как вот это было на самом деле, как вот с капитанской гички на берег передавали почту. Вот. По мотивам этого придумана такая гонка. Гички стартуют парами. Лодкам при этом нельзя подходить к пирсу ближе, чем на 10 метров. Расстояние отмечено буем. Шлюпки разворачиваются и становятся на якорь. Задача гребцов как можно быстрее поднять мачту и подать на берег трос с утяжелением на конце. У российского экипажа «Штандарт» это получилось с первой попытки. Впрочем, как и у их соперников датчан. С помощью троса и скользящего кольца участники команд на берегу должны отправить мешок с грузом в шлюпку. Экипаж принимает груз и затем пустой мешок по навесной переправе возвращает обратно на берег. Вот в какой момент важно быстро и правильно развязывать и завязывать узлы. За каждым движением представители обеих команд внимательно следят судьи.
После сигнала Спирса команда в лодке разбирает весла и финиширует. У штандарта это получилось быстрее. Ну, мы тренировались много, все было спокойно, разве что присутствие многих людей немножко волнует. Но когда начинается работа, о них забываешь. Команда «Россия-2» «Нати» впервые участвует в этом соревновании. Как бы вы ее оценили? Это очень честная команда. Они не пытались жульничать на воде, как многие другие участники. Они отлично работают и веслами, и с парусами. Но иногда даже очень опытные команды допускали ошибки и промахи в этом конкурсе. У гребцов Великобритании с первого раза трос не долетел до берега, а потом еще и упал в воду мешок. Но полоса невезения и тут не закончилась. Вскоре лодка заплыла за запретный буй. Команда Atlantic Challenge Россия, которая как раз выступала в парном заезде с Великобританией, победила в этом соревновании. Все есть. Да, все отлично у нас получилось. Вот так. С самого начала. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Самая главная задача была четко сработать, не уронить мешок, не упустить джекстей. Сделать все правильно, быстро. И красиво. Красиво. А экипаж Гички Нати прекрасно выступил, однако получил пенальти за отсутствие спасательных жилетов на гребцах. Поэтому первыми они не стали. Хотя время показали самое лучшее. Смотрите в заключительной серии. Британии наконец-то повезет. В очередных парусных гонках их Гичке достанется самый свежий ветер. Мы как одна большая семья, и мы прекрасно взаимодействуем. Смешанным командам предстоит опробовать лодки, которые они накануне построили сами из ограниченного набора материалов. Соревнования Atlantic Challenge International в Дании подходят к завершению. Кто-нибудь уже видел результаты на табло? Можете уже сказать, кто там наверху? Кому достанется кубок победителя?